Ладен дамы и мункунги, прошу прощения, я буду говорить по-русски. И, как вы уже знаете, меня зовут Андрей Дыкин, и я генеральный директор компании Кронос и совладелец. И сегодня для меня очень волнительно находиться здесь, потому что я 7 лет отдал в Ресебе. Здесь я получил свое образование бакалавра и магистра. Еще волнительнее, потому что сегодня такой прекрасный повод, мероприятие в Латвии Адииса, и Кронос здесь является еще таким центром, победителем в 2020 году. И сегодня я хотел поделиться нашим опытом, и, как вы видите на цитате, такие прекрасные слова, что мое мнение, что за большим успехом, долгосрочным успехом, что очень важно, всегда есть опыт ошибок, поражений и такого преодоления себя. И сегодня цель моего выступления — рассказать вам про наш опыт, успешный и негативный, поделиться тем, что мы прошли вместе с Институтом Адииса за последних 2 года. И, на мой взгляд, это очень связано с этой книгой замечательной, которая для меня, я считаю, что это одна из лучших книг, которая есть у Адииса. Здесь для руководителей компании, для владельцев бизнесов, здесь такая самая суть. И то, что мы переживали в своей истории недавней, очень много примеров есть в этой книге, кейсов, которые мы проходили в реальной жизни. И в русском языке слово «рассвет», такая главная тема сегодняшнего нашего вечера, имеет 2 значения. Первое значение, оно связано с растениями и означает такое первое цветение. Второе значение, оно уже имеет переносный смысл, и это наивысшая степень развития, достижения чего-то такого великого и большого. И если говорить про Кронос, наверное, мы сейчас находимся вот в этой первой стадии, когда мы только начинаем цвести, только появляются первые результаты, первые плоды того, что мы 2 года делали. И, конечно же, мы очень хотим, как сказал доктор Адиис, войти в рассвет, в настоящий, и как можно больше там удерживаться, потому что это непростая задача. И как вы сегодня слышали уже, Кронос переживает определенный подъем. За 26 лет нашей истории таких подъемов у нас было очень много. И мое мнение, что, наверное, то, что происходит сейчас, очень сильно отличается от того, что было. И связано с тем, что те успехи, те достижения, которые мы получаем в этом году, это результат работы всей команды Кронос, всех людей, которые у нас работают. И раньше наш успех, он строился на успехе отдельных людей, отдельных личностей, отдельных героев. Сейчас, конечно, Кронос — это команда. И, на мой взгляд, команда — это очень такой избитый термин, очень много его используют, и он уже немножко девальвируется. И для меня команда больше звучит с точки зрения методологии Адииса, как он это понимает, как он это рассказывает. И в первую очередь это взаимодополняющая команда. Это команда из разных людей, у которых разные точки зрения. И люди в этой команде научились слышать друг друга, понимать друг друга, взаимодействовать с друг другом. И в результате вот этого конструктивного конфликта появляется лучшее решение. И лучшее решение в бизнесе, как вы знаете, это один из важных продуктов, потому что мы владельцы, мы управленцы, наш самый главный продукт — это решение. И вот это качественное решение, оно возможно только в такой вот взаимодополняющей команде. Ну и, конечно же, это синергия. То есть команда для меня — это такое нарушение математических правил. Это когда 2 плюс 2 — это не 4, это когда это 5, 9, когда синергия людей, когда взаимодействие правильное, оно дает больше результат, чем где-то в среднем по рынку. И вот эта команда, то, что мы построили за последних 2 года, и с чего все началось? Все началось с команды владельцев, и вы уже знакомы с Александром Минаевым, с главным собственником Кроноса. У нас есть еще один партнер, это Игорь Живак, и главные изменения начались вот с этой команды, когда здесь, несмотря на то, что мы знаем друга уже 20 лет в этом году, все самое главное совершилось здесь. И вот мы заново учились работать вместе, мы заново учились работать в команде, дополнять друг друга, использовать друга в правильной форме. И
На мой взгляд, это был ключевой момент во внедрении методологии, потому что все, как вы знаете, начинается сверху. Все начинается с владельцев, с тех, кто бизнес основал, с тех, кто бизнес придумал, и энергия, она течет сверху. И все изменения начинаются сверху. Поэтому это был важный момент в нашем истории успеха. И конечно же, за этим последовали изменения в нашей команде. За последних 2,5 года наша администрация, у нас еще очень много работает людей, которые на оборудовании, в цехах, на станках, которые производят своими руками продукт. Администрация у нас за последних 2 года выросла почти в 2 раза. И все, кто пришел к нам, и все, кто у нас в компании есть, это командные игроки, это люди, которые умеют взаимодействовать, которые умеют работать в правильном конфликте. И те люди, которые сейчас есть, они дополняют друг друга, дополняют свои департаменты, свои функции и помогают достигать хороших результатов. Немножко коротко о компании, что же такое Кронус. И мы производственная компания. Как я сказал уже, компания была основана в 1995 году Александром Минаевым. И мы находимся в Стопине. Занимаем примерно 6 гектаров, может быть, уже больше, это какая-то последняя информация. И в месяц мы примерно производим 400-500 грузовиков продукции, которые мы отправляем во все уголки мира. Самый главный продукт наш – это палетный борт, палеш апмалес, по-латышски это будет. Это такой складной ящик индустриальный, который используется в цепочках поставок. В основном это в индустрии поставщиков, те, кто собирает автомобили. И мы немножко преуспели в этом вопросе. Мы являемся лидерами, мы самый большой производитель в мире. На данный момент второй наш главный конкурент находится в Швеции, и он примерно в 2,5 раза меньше, чем мы по объему производства. И нас еще знают во всем мире как производителей продуктов для сада. Нашу продукцию можно купить во многих супермаркетах Европы, и Кронус знает еще и с этой стороны. И в этом году, в 2021 году, мы запустили 2 новых направления производственных. Мы теперь производим садовые домики и производим другие модификации клумб. Мы говорим на 13 языках. У нас в компании очень много людей, которые занимаются продажами, они все говорят, мы стараемся говорить с клиентами на их языке, работаем почти в 50 странах мира, и у нас наши клиенты, среди наших клиентов очень много известных имен, наверное, они вам тоже знакомы. И что еще произошло в этом году? Мы в этом году увеличили объем производства на 20%, то есть мы еще больше оторвались от наших конкурентов. И, на мой взгляд, это тоже побочный продукт внедрения методологии Адизиса. И если говорить про цифры, то в цифрах мы примерно выглядим так. Этот год для нас был очень сложным. С точки зрения рынка была большая турбулентность. Может быть, слышали про сырьевую инфляцию. В какой-то момент сырье стало дорожать стремительно и с очень большими темпами. Но опять же, благодаря тому, что мы за последних 2 года научились быть гибкими, научились тесно взаимодействовать, Кронус сумел очень быстро подстроиться под существующие изменения и воспользоваться ситуацией, и найти возможности там, где у других поставщиков упаковки возможности не было. И наши клиенты все это время, сложное для них и для нас, остались с упаковкой. Они производили свои продукты для своих клиентов, и никто никого не подвел. И, конечно же, когда я рассказываю вам эти прекрасные цифры, такие замечательные новости про Кронус, наверное, если бы вернуться в 2019 год и посмотреть на все, что сейчас происходит, и какой компания сейчас стала, на мой взгляд, это выглядело бы такой определенной фантастикой, потому что в 2019 году у нас были серьезные проблемы. Был кризис в нашей индустрии, там, где мы продаем наш основной продукт. Глобальные изменения в экономике между странами, в глобальной торговле привел к тому, что производители автомобилей, они стали снижать объемы выпуска производства, и это повлияло на нас. На что это повлияло? Падал объем продаж, сокращался объем производства. Соответственно, это вызвало определенный кризис внутри
да, люди были недовольны, собственники были недовольны, руководители были недовольны. И в компании понятно, что на фоне такого снижения, такого давления рыночного стало появляться недовольство. Начали искать тех, кто за это ответит. Такое обвинения определенные были. И все это не помогало нам двигаться вперед. И как следствие, конечно же, у нас стали падать результаты, снижаться прибыль, снижаться все финансовые показатели. И это были такие очень серьезные вызовы для нас. И для демонстрации того, что было, я хочу использовать формулу успеха Адизиса. Кто с ней знаком? Отлично, здорово. И то, что происходило с Кронусом в 2019 году, очень хорошо иллюстрирует вот эта модель, которую Адизис использует, и мы тоже ее в компании используем. И вот видите, что вся внутренняя энергия, вот все, что в компании было, ресурсы, время, деньги, все уходило на внутреннюю дезинтеграцию. Вот на то, чтобы удерживать компанию внутри, на то, чтобы заниматься возможностями, на то, чтобы заниматься клиентами, рынками. Энергии, денег и времени не оставалось, поэтому вот мы оказались в той ситуации, в которой мы были. И понятно, что за 2019 годом еще наступил наш замечательный 2020 год, и вот эта пандемия коронавируса, она тоже нам не прибавила оптимизма, и ситуация стала еще хуже. И такое было ощущение, что в какой-то момент, что если какое-то неправильное решение, вот что-то пойдет не так, будет такой эффект домино, и компания просто куда-то полетит в ад. Почему я так... Почему я об этом говорю? Потому что, наверное, изменения, вот то, с чего я сегодня начал, с цитаты, они начинаются именно с таких больших проблем, с больших изменений. И если посмотреть на формулу успеха, вы видите, там действуют математические законы. Чем меньше знаменатель, чем меньше дезинтеграция, тем больше в компании остается энергии, ресурсов, времени, денег для того, чтобы развиваться, двигаться вперед и зарабатывать. И как же эту дезинтеграцию, как же ее уменьшать? И мы тоже задумались над этим. И, к счастью, в Кронусе были и хорошие решения. И то, что с нами случилось, наверное, это ситуация такая накопленная, это системный кризис был в компании. И кризис — это всегда возможность для того, чтобы перейти на следующий уровень. И мы в 2019 году начали движение в сторону внедрения методологии Адизиса. Мы с нашими замечательными консультантами Владимиром, Грегом, мы начали такой непростой путь для нас. И в тот момент казалось, что это безумие, потому что на фоне того, что не хватало ресурсов, не хватало времени руководителей, нашего времени не хватало, надо было еще больше времени тратить на какие-то встречи, обсуждения, на какие-то собрания. И очень было много эмоций по этому поводу, было такое внутреннее тоже недовольство. А правильно ли мы все делаем? Верно ли это? И в этой книге очень точно подметил доктор Адизис, что изменение — это жизнь. И когда мы пытаемся замедлиться, когда мы пытаемся сопротивляться изменениям с помощью такого торможения, мы пытаемся остановить жизнь. И успешные компании, они учатся и научились предвидеть изменения, готовиться с ним и предвосхищать ним. И вот мы поверили в какой-то момент и стали двигаться в этом направлении. И Кронус выбрал новую цель — это рассвет. И вы скажете, звучит, Андрей, очень так все просто и легко. Конечно же нет, нет волшебных таблеток, у Адизиса тоже их нет. И, наверное, честно надо сказать, что было сложно, да, и мы все делали сами. То есть консультанты нам помогали, были рядом, но основная нагрузка была на нас. Те, кто бежал быстрее, пришлось бежать еще быстрее. Те, кто много работал, пришлось работать еще больше. Нагрузка на компанию выросла, но была другой эффект, другая энергия. Не надо было никого просить и заставлять. Все брали ответственность, все хотели и все бежали сами. И, наверное, самое трудное — это было начать с себя. Я говорю про собственников, про тех, кто стоит наверху, про топ-менеджеров, потому что самые главные изменения, как вы знаете, начинаются с нас. И это было самое сложное. И
на мой взгляд, это был ключевой момент, когда компания стала двигаться в правильную сторону. Что же нам удалось внедрить за 2,5 года? Мы внедрили, я специально сегодня хотел использовать такой язык простых людей, не использовать слова из методологии. Мы внедрили систему постоянных улучшений. У нас есть регистр всех узких горлышек компании. Вот все, что в компании идет не так, это есть в определенном регистре. У нас есть регулярная работа по работе с этими узкими горлышками. Мы постоянно их смотрим, перебираем, приоритизируем, запускаем в работу и таким образом расшиваем нашу структуру, освобождаем нашу энергию, время на то, чтобы быть более эффективными. У нас есть четкая приоритизация, мы четко понимаем, в какой момент какие проекты мы запускаем, что делаем. Это то, что мы внедрили первым. Второе, то, что компания получила, это была такая сессия на 3 дня с нашими коллегами-консультантами. И на этой сессии мы вернули себе смысл. Потому что вот за это время гонки, за это время кризисов, изменений, каких-то постоянных движений вперед, куда-то мы потеряли себя. И что нам помог сделать Институт Аддиса, это вспомнить, а кто же мы? Кто такой Кронус, где наша цель, где наши главные преимущества, что мы хотим сделать в ближайшие 3 года, где наши возможности, где наши угрозы, какие наши ценности. Когда мы все это создали вместе с командой, написали, то вернулась ясность, вернулась опять энергия, смысл, и мы побежали еще быстрее. Третье, то, что мы начали делать, это такой самый трудный элемент, на мой взгляд, потому что он связан с такой систематизацией бизнеса. И Кронус, несмотря на то, что он достаточно зрелая компания по возрасту, мы не системные были все это время. И сейчас мы еще находимся в стадии, когда мы доделываем вот этот третий блок, который связан с распределением ответственности в компании. И эта ответственность распределяется следующим образом. Есть ответственность, которая в виде структуры, когда все функции, важные в компании, они распределяются на конкретный департамент, на конкретную должность, в конкретные обязанности. Есть структура полномочий, когда мы своим людям, своим руководителям даем определенные инструменты, чтобы принимать решения, не спрашивая своего руководителя. И третье – это система вознаграждения, то, что вот мы сейчас, в том числе с коллегами, работаем. Это то, что усилит, замкнет эту цепь и сделает процесс достижения цели еще более быстрым и эффективным. И все это держится на такой системе, мы называем это система планирования и контроля результатов. Это учетная система, это достаточно такой сложный блок, который помогает планировать нашу деятельность, правильно ставить цели и потом в процессе отслеживать, как мы эти цели достигаем. Все это связано, это все закольцовано, и все это помогает каждому члену команды не терять. Главное — находиться в правильном фокусе и идти туда, куда компании нужно. Ну и, конечно же, вот все, что я сейчас перечислил, у многих из вас, наверное, в компаниях это есть, это присутствует, это работает, но у нас тоже в компании достаточно много было внедрено и как бы делалось, но это не работает без корпоративной культуры, потому что вот это высокое слово «корпоративная культура», на самом деле, это самое важное. Потому что вот тот стиль, та команда, да, которая есть, та культура, которая у нас развилась, она в том числе наполняет энергией все эти важные инструменты системности, и она помогает, не то что помогает, она подпитывает вот все это для того, чтобы это работало. Поэтому самое важное и я считаю, что самое большое достижение, которое было сделано за 2,5 года, это наша команда, это наши коллеги. Коллеги, здесь у нас все интеграторы практически сидят, поддерживают меня. Спасибо вам большое. И в жизни это выглядит вот так примерно, да, как эти инструменты. Это достаточно простые инструменты, Excel, какие-то карты майнд-менеджера, финансовые инструменты и так далее. И что, наверное, я бы хотел сказать, такое резюме, да, в чем ценность методологии. Да. Наверное, то, что сейчас очень много книг, очень много информации, да, и у нас нет такого сейчас ограничения, чтобы что-то узнать. И мы, конечно же, тоже как компания, которая учится, развивается, мы тоже много знали, много читали, у нас было достаточно много всяких бизнес-консультантов, которые нас вели по жизни. Но что дает методология Аддиса? Она
объединяет важную информацию в систему. И то, что помогают сделать консультанты во время проекта, это помочь запустить вот эту правильную культуру. И это, на мой взгляд, главные такие ценности, которые есть. Я еще сформулировал такие вещи, как мировой опыт. В этом году, кстати, Институт Адизиса исполняется 50 лет, как он практикует. Да, в 1971 году была первая статья, правильно, Владимир? Можно поаплодировать. 50 лет. И за эти 50 лет Институт Адизиса проанализировал тысячи компаний во всех уголках мира разного профиля, разного размера, из разных индустрий. И в его книгах, которые мы активно читали, я в первую очередь, очень много кейсов, когда ты узнаешь себя. И что для меня было важно в это трудное время? Я понимал, что мой кейс, он не уникальный. И в книгах я видел то же самое. Есть вот очень хорошо описаны симптомы компаний на каждом этапе роста. И когда ты видишь симптомы, когда ты видишь нормальные проблемы, ты понимаешь, все окей, есть рекомендации, что надо делать, как из этого выходить. И через это приходит уверенность, что то, что происходит, можно преодолеть. Второе, то о чем я сказал, что важно быть открытым, важно нам, как собственникам, как руководителям компании, быть, в первую очередь, самим готовы меняться и менять свой стиль, культуру. И вот с этим как раз консультанты работают и помогают, подсвечивают. И нам очень тоже сильно помогли увидеть то, что мы раньше не видели. И, наверное, третье – это инструменты, про которые я частично сказал. Это реальные инструменты, которые мы используем каждый день. И что еще, наверное, я мог бы добавить, что энергия, в компании меняется энергия. После того, как запускается методология, когда меняется культура, вот в этой книге есть такая фраза у Адизиса: «У тех, кто занят греблей, нет времени на то, чтобы раскачивать лодку». И когда в компании запускается вот эта такая синергия, то вся энергия, она идет на рынок. И вы видели наши результаты в этом году. Это тоже результат того, что высвобождаются ресурсы, деньги, время, другие ресурсы, которые есть в компании, на то, чтобы заниматься важным, заниматься клиентами, заниматься рынком, открывать новые направления, запускать новые бизнесы. И вот эта энергия, она... Оп! Это был фейл. Эта энергия, она... В чем она выражается? Люди приходят с инициативой, люди предлагают амбициозные цели. Люди предлагают амбициозные цели. Результат опять становится значимым. Вот Кронус в какой-то момент утратил вот этот культ достижений, культ результата. Мы в какой-то степени его задушили. И сейчас что мы переживаем? Что опять появляются рекорды, опять горят глаза. Люди хотят что-то достигнуть, что-то поменять, что-то сделать. И возвращается предпринимательская энергия, которая из компании на какой-то момент ушла. Ну и пятое, наверное, то, что я хотел сказать, что дает внедрение методологии, это понимание корпоративного управления, понимание того, как устроена компания, где могут быть системные проблемы, на что обращать внимание, что второстепенно. И методология Адизиса, вообще то, что Адизис учит и рассказывает, касается всей компании. И сейчас, по крайней мере, там, у меня, у моих коллег, у топ-менеджеров, у моих партнеров есть понимание, что с компанией. Если в компании что-то идет не так, мы понимаем, почему это. Мы знаем, за счет чего это происходит. И есть четкое понимание, что надо сделать, чтобы прийти в рассвет. Мы четко знаем дорожную карту, что надо поменять, что надо использовать, чтобы прийти в рассвет. И, наверное, еще одна такая важная вещь, которая внедряется вместе с методологией, это способность компании самоисцеляться. То есть, когда мы встретились с Институтом Адизиса, мы были больны, и мы не знали, что с этим делать. Сейчас болячки понятно, и понятно, что надо делать. Вкратце, наверное, все. И, коллеги, спасибо за внимание, и успеха вашему бизнесу. Встречаемся в рассвете.